Всем огромный привет, с вами Аркадий Романович. Сегодня первое видео из серии «Как создать быстро свою собственную торговую систему, свой метод, свою стратегию и применять это на любом рынке, любом таймфрейме, ну и, конечно, получить первые результаты. Давайте начнем. Сегодня у нас два основных фокуса внимания. Это основы создания торговой системы, что нам нужно для того, чтобы создать систему, и модель мышления, которая буквально окутывает все эти правила. Да, итак, первое, чтобы нам создать торговую систему, нам нужно замечать закономерности среди паттернов или индикаторов. Почему это так важно? Потому что вся информация, которую мы воспринимаем на графике, она визуальная для визуализации. То есть мы видим тот или иной паттерн, мы видим тот или иной сигнал индикатора, в соответствии с этим действуем. Как мы можем замечать закономерности и вообще как мне найти тот или иной паттерн? Да, ключевой, наверное, вопрос, который возникает у трейдера. Что нужно сделать? То есть шаг первый. Рисуем структуру. Рисуем структуру. Рисуем структуру. Прямо сейчас, не надо никого ждать, рисуем структуру. Это самое первое упражнение, которое я делал, когда только начинал, когда у меня не было ни автоматики, ни уровней, ничего вообще. То есть одно из самых первых моих осознанных упражнений – это рисование структуры. Что означает рисование структуры? Ты просто берешь инструмент обычный, да, который называется там рисование трендовой линии, да, чтобы он был удобен вам в плане структуры, нужно зайти в свойства, в параметры, убрать галку вот отсюда, где луч, и у вас будет вот такая, да, нормальная линия. И все, что вам нужно делать, это брать вот этот зигзаг, да, зигзагообразные все движения. Максимум, минимум, не заморачиваясь сильно, не придираясь, просто вот так вы идете вслед за рынком. Вот таким образом. Вот таким образом. Это самый первый уровень, как это можно делать. Да, соответственно, вот эти минимум, максимумы, это есть уровни ваши. Вот они, уровни. То есть мы даже не рисуя зигзаг, можем их увидеть, да, эти уровни. И так далее, и до текущего графика. Это первое. Второй уровень или второй способ, как это можно сделать, автоматизированно. Использовать какие-то индикаторы, либо тот же самый стандартный зигзаг-индикатор, который будет вам вот эти максимум-минимум отмечать, да, по которым вы будете ставить горизонтальные линии, и это будут ваши уровни поддержки сопротивления. Еще важный момент по поводу рисования структуры в том, что лучше рисовать структуру на таймфрейме, который в 4-5 раз минимум старше того таймфрейма, на котором вы будете торговать. Например, если на часах, то лучше перейти на H4. Если на минутке, лучше перейти на M5, либо еще выше, может быть даже на M15, либо M30. Оттуда нарисовать структуру, потом выделить, отметить уровень. Ну, как это вот может выглядеть, да? Для самых новеньких, кто поопытнее, вы понимаете, кто совсем новенький, да? Хотя самому вручную рисовать структуру это вообще не сложно. Можно использовать автоматику, но на старших таймфреймах, на мой взгляд, это еще проще, да, еще легче даже. Так вот, мы перешли на 4-часовой, и вот здесь даже мне не надо рисовать структуру, да, вам даже не обязательно ее рисовать. Вы взяли горизонтальную линию, вот определили уровень. Что нужно для того, чтобы уровень был действительно хотя бы 2 точки касания? То есть взяли раз точку, 2 точку, 2 точки касания. Больше хорошо, меньше нужно подтверждение. То же самое вот здесь внизу, да, мы видим раз, два, даже 3 точки касания. Здесь наверху мы видим раз, два, да, 2 точки касания. То есть рисуем зигзаг, либо используем автоматику для рисования зигзага, либо уровней. Да, я потом покажу, как у меня это все дело происходит. Делаем это на старшем таймфрейме, который в 4-5 раз минимум старшего рабочего таймфрейма. И 2 точки касания. То есть это общие правила, которые относятся к уровню, да, к структуре. Все это структура, максимум, минимум и так далее.
Это первое. Еще важное правило по поводу уровней, что самые лучшие, самые качественные уровни — это самые ближайшие, где было 2 касания. Вот вы находите раз касание, 2 касания. Это самые сильные уровни. У вас может быть так, что несколько хвостов, и вы их просто можете объединить одним вот этим прямоугольником, скажем так. Рисование прямоугольника взяли и вот так выделили. Есть еще другой способ. Мы можем выделять самое нижнее значение, самую нижнюю или самую высокую тень, самое высокое, самое нижнее тело. Да? Вот здесь самое нижнее тело, вот тут. Давайте поближе сделаю. Вот смотрите. Самое нижнее тело здесь, и самое нижнее тело здесь. И самый нижний минимум здесь. Таким образом, если я выделяю самое нижнее тело и самый нижний минимум, да, то я по-любому это объединяю в какую-то зону и захватываю еще какие-то минимумы. Да. Вот то же самое наверху. Да, самое высокое тело и самая высокая тень. У меня вот получается уровень. Я здесь захватываю раз, 2 касания. То есть у меня есть 2 мощнейших уровня, да, сопротивления. Я могу вот этот уровень тоже отметить, да, как зону сопротивления. То же самое взять и вот так выделить. Почему? Потому что раз, 2 касания. Да. То же самое здесь внизу и так далее, и так далее, и так далее. Затем перейти на свой часовой, да, график рабочий, да, и видеть все эти уровни. Теперь, если мы перейдем на мой рабочий график, вы увидите уровни с М30, то есть уже автоматически за меня построены, мне не надо рисовать структуру, мне надо определять где-то максимум, минимум и так далее. Вот я вижу 30-минутный уровень, точнее вру, часовой здесь. Да, хотя здесь и 30-минутный тоже должен быть, потому что он у меня такой толстенький. Сейчас. Видимо, здесь 2 и М30, да, и H1. Ну ладно, не так важно. Да, мы видим H1 и мы видим М30 вот здесь внизу. Соответственно, мы пробили этот уровень. Если цена пробила уровень, то что дальше происходит? Какая тенденция? Пробили уровень, новый минимум, коррекция куда? Снова к этому уровню. Какая тенденция, какие паттерны, сигналы проявляются у моей зоны на откате? Новый минимум, коррекция. Куда? К той же самой структуре. Да. Еще раз. Пробитая поддержка становится сопротивлением. Если цена пробила поддержку и вернулась как сопротивление, то какие паттерны, сигналы? Чаще всего я там наблюдаю, какие тенденции, что показывают индикаторы. Или индикатор какой-то один конкретный. Да. Это золотое правило вашего результата. Если вы начнете сейчас внедрять это правило, то радикально начнутся изменения. Просто основываясь на структуре, потому что этот способ торговли вокруг уровней поддержки и сопротивления, он применим для любого рынка, любого таймфрейма. Все, что ты делаешь, бросаешь уровни со старшего таймфрейма и отслеживаешь те же самые паттерны. То есть те паттерны, которые у вас есть на минутке, те же самые паттерны будут на старших таймфреймах. Посмотрите на вчерашний сигнал. Несмотря на то, что вчера выходной, да, ну, рынки были открыты, но движений особых не было, но тем не менее. Посмотрите, какое сумасшедшее движение вниз, без коррекции, без коррекции. Тут рынок упал. Куда? Куда? Посмотрите налево. Структура. Мой предыдущий уровень. С какого таймфрейма? С часового. Мы подошли, протестировали уровень. Тут же появился мой сигнал на buy. Потом о нем поговорим. И тут же двойное дно. Тут же реакция. Куда мы отбились? К предыдущей структуре. Что это называется? Это называется тенденция. По каким паттернам цена разворачивается. Куда цена приходит. Да? Когда делает новый минимум или новый максимум. К предыдущему уровню. Да. То же самое здесь наверху мы видим тест мощнейшей вот этой зоны. Посмотрите сюда. Откуда она тянется? С предыдущего максимума. Часовая зона. Правильно я вижу? Даже 4-часовая. Ого! 4-часовая зона сопротивления, тест уровня. Мы видим здесь паттерн снова. Потом еще раз паттерн на самой макушке. Мы видим мой sell-сигнал. И это тоже тенденция, что если я просмотрю 100, 200, 300 ситуаций, когда цена подходила к уровню, и там был паттерн какой-то, сигнал стрелочный, все что угодно. Вот посмотрите на свой график и определите, что вы там чаще всего наблюдаете. Да? Цена развернулась, куда упала? На предыдущий уровень. Какой? Который теперь становится поддержкой, да, это был сопротивлением. Потом еще один сигнал. Уровень появился, пришли сюда, протестили. Понимаете, да?
очень важно. И когда вы это репетируете день, два, три, месяц, полгода, год, вы просто становитесь настолько дисциплинированным в плане чтения структуры. Ведь часто меня трейдеры спрашивают, как научиться читать график, структуру рынка, как понимать движение, куда она пойдет цена с помощью тенденций. То есть у вас есть определенное ожидание, которое подкреплено паттернами, которые вы замечали, как регулярно работают, которые вы тестировали. Это уже следующий этап. Да? Я знаю, например, что мои паттерны разворотные в сочетании с определенными фильтрами будут давать примерно 55-65% профитных сделок. Да? И когда я это замечаю каждый раз, я становлюсь все более уверенным в исполнении. И вы тоже также становитесь более уверенными, когда исполняете одно и то же. У нас есть трейдеры, которые приходили с уровнем подготовки, да, там очень высоким, но при этом не было результата. Начали применять вот эти методы, простые, те, о которых я сейчас говорю. Да, здесь мы используем систему кластер трейда, здесь мы уже используем готовое решение, скажем так. Но тем не менее им потребовалось кому-то 2, кому-то 3, кому-то 5 месяцев, кому-то больше для того, чтобы систематизировать свой трейдинг и в первую очередь изменить вот здесь подход свой. Таким образом вы повышаете уверенность. А чем вы более уверены, тем меньше сомнений. Это очень важный момент, трейдеры. Если видео полезно и интересно, ставьте лайк, оставляйте комментарий. Скоро второй тренинг. Мы поговорим уже о конкретных правилах вовлечения. И в этот раз я планирую гораздо больше дать информации по поводу управления позициями, риск-менеджмент. Потому что об этом очень мало. Паттерны, сигналы тоже возьмем, но больше информации будет по тому, как входить. Потому что типы входа, например, ты можешь входить по рынку, ты можешь входить лимиткой, отложкой. И это абсолютно может давать разный результат. Какие преимущества, какие недостатки. Короче, много всего интересного впереди. Подписывайтесь, подключайтесь к нашему профессиональному сообществу. Кстати, на моем сайте в разделе «Алго-трейдинг» появилось новое видео с портфелем из 3 инструментов, со статистикой, точнее по портфелю из 3 инструментов: золото, нефть, NASDAQ. За последние полгода около 180 или 190% профита. Я вам рекомендую настоятельно посмотреть это видео. Ссылка также внизу, здесь у вас на этой странице. Всего доброго и до встречи.